Приветствую вас, мои гениальные друзья, на канале Записки пользователя. Или вы гениальны? Меня зовут Пульхерия. Друзья мои, хотите вы приготовить для своих друзей или семьи воистину королевское лакомство? Тогда венское печенье – это то, что вам надо. Почему же оно королевское? Потому что моду на тирольские пироги ввел император Франц Иосиф. Какое же отношение имеет венское печенье к тирольским пирогам? Это одна из разновидностей тирольского пирога. Но готовится оно без крема и формы пирога, а затем разрезается на порционные кусочки печенья. В дальнейшем я планирую выпустить видеорецепт с настоящим тирольским пирогом. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Сегодня я планирую приготовить это печенье с жимолостью. Я ее считаю идеальной ягодой для приготовления десертов. Настоящей королевой ягод, ведь в ней присутствует и кислинка, и горчинка, и сладость. Но я знаю, что вне сезона не везде продается эта прекрасная ягода. Поэтому, друзья, если у вас нет в продаже жимолости, не расстраивайтесь. Можно приготовить это печенье из черной смородины или другой ягоды с выраженной кислинкой и мелкими косточками. Венское печенье по своему виду очень напоминает популярный у нас тертый пирог, но это совершенно разные лакомства, и приготовлены они по разной технологии. И, кроме этого, в венском печенье никогда не используется варенье, а только свежие и, как вариант, свежезамороженные ягоды. Итак, приступаем. Начнем с приготовления теста. Нам потребуется 400 грамм муки, 6 яиц. У меня яйца первой категории, 100 грамм сливочного масла, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 1/3 чайной ложки соли, 200 грамм сахара. В него вы добавьте ванилин. Размягченное сливочное масло мы добавляем в чашу миксера. Добавляем сахар. Взбиваем все миксером до полного растворения сахара. Масло мы взбили, сахар у нас полностью растворился в масле. Теперь масло мы взбиваем по одному яйцу. И вбив все яйца, мы взбиваем еще 1 минуту. Яйца у нас взбились, буквально 2 минуты, и готово. Взбитую массу перекладываем в чашу для вымешивания и просеиваем в нее муку и соль и разрыхлитель. Сначала тесто мы замешиваем при помощи ложки. Вымесив все в чаше ложкой, мы продолжаем вымешивать на столе. Посыпаем рабочую поверхность мукой. Тесто из чаши для вымешивания мы перекладываем на стол. Вымешиваем тесто на столе руками. Мы тесто вымесили. Оно должно быть вот такой консистенции. Тесто должно у нас не липнуть к рукам, но быть мягким. Тесто мы вскатываем в шар и отделяем от него 1/3 часть. Эту 1/3 часть мы кладем в полиэтиленовый пакет и отправляем в морозильную камеру на 20-30 минут. На противень кладем лист пергаментной бумаги. И теперь с помощью кисточки смазываем его растительным маслом, придерживая бумагу рукой. Тесто раскатываем в прямоугольник по размеру нашего противня. Толщина пласта теста у нас должна получиться равномерной по всей длине. Толщина должна быть 5-7 мм. И теперь мы переносим тесто на противень. И распределяем его по противню. Мы равномерно распределили тесто и делаем бортики из этого теста. Мы должны его растянуть и на борт и сделать достаточно высокий борт. И сейчас вы должны разогреть духовку на температуру 160 градусов Цельсия и поставить на 5 минут в разогретую духовку при 160 градусов, а затем поднять температуру до 195 градусов и еще там продержать
5-7 минут. Потом мы его будем вынимать и заполнять начинкой. Подготовим начинку. Нам потребуется 600 граммов свежих или замороженных ягод. Если у вас ягоды свежие, то в 200 граммов сахара добавьте 1 столовую ложку крахмала и перемешайте теперь ягоды с этим сахаром. Начинка готова. Если у вас, как и у меня, ягоды в замороженном виде, то поступаем следующим образом. 200 граммов сахара добавляем 10 граммов пектина. Пектин – это натуральный пищевой загуститель. Его делают из фруктов, и специалисты его считают очень полезным для здоровья. Тщательно перемешиваем пектин с сахаром. Высыпаем ягоды в кастрюлю. Засыпаем сахар в ягоды. Ставим кастрюлю на плиту на средний огонь. Дожидаемся закипания. Ягоды непрерывно мешаем. После закипания варим 3 минуты и снимаем с плиты. Наша ягодная начинка готова. Основа для печенья у нас уже готова. Мы ее вынули из духовки. И теперь всю начинку мы распределяем равномерным слоем. Вот так равномерно мы распределили нашу начинку. А теперь мы достаем из морозильной камеры тесто. Берем терку и трем, распределяя равномерно крошку. Мы из теста сделали крошку. И теперь мы его ставим в духовку, которая разогрета на 180 градусов. Примерно на 30 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки. Друзья, полчаса прошло. И вот так выглядит венское печенье. Сейчас оно немного остынет, и мы будем его разрезать. Печенье нарезаем на порционные куски. Обычно его нарезают, не вынимая из противня. А пергаментную бумагу снизу мы уже убрали. Вот, друзья, сколько у нас получилось печенья. И теперь можем пить чай или кофе. Друзья мои, наша воистину королевская выпечка, венское печенье, готово. Как я вам рассказывала ранее, познакомил нас с этим печеньем король Франц Иосиф. Правда это или притча, мы не знаем, но вкус у печенья действительно королевский. В нем идеальное сочетание воздушного, рассыпчатого, буквально тающего во рту, очень вкусного печенья с нежной, мягкой, мармеладной, умеренно сладкой, ароматной ягодной начинкой, которая к тому же сохранила полностью вкус и аромат ягод. Я думаю, друзья, нет ничего лучше, чем выпить чашечку чая или кофе с домашней выпечкой, тем более, которая приготовлена вашими руками, с исключительно вкусным венским печеньем, рецепт которого совершенно прост. И я вам поэтому советую его приготовить. И он у вас обязательно получится, потому что вы гениальны. Друзья мои, готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Встретимся в новом интересном видеорецепте. Пока-пока, до новых встреч! С вами была Пульхерия.